Ну что, салам алейкум, ёпта, здорово всем, ребята, здравствуйте всем любителям, всем тазоводам, всем автомобилистам и вообще всем, кто меня смотрит. Всем здравствуйте, с вами, как всегда, я, Хард. Короче, добро пожаловать, вы мне выпиздили весь мозг в социальных сетях, везде. Посмотри, пожалуйста, УАЗ Бухантер Асату забыл, суко. Так и писали. Я не такой, просто я никак не доеду до Асаты. Он меня пригласил на чебупели, пельмени, тефтели, манты, не знаю, на что-то вкусное. Короче, меня пригласил Асата, дорогой, бородатый мой друг. Я обращаюсь к тебе, я посмотрел видео твое с Мустангом, я ночами перестал спать, я теперь вот так вот сижу, вот так вот и думаю, вот бы сейчас бы вот, да, вот купить бы, вот тоже бы, вот понаваливать бы, да. Так что надо собраться, надо долететь и хоть фотокарточку сделать. Как говорится, два бородатых мужика найдут чем заняться. Да, значит, мы сегодня не об этом. Итак, друзья, всем приятного просмотра. УАЗ Бухантер, Асата Channel. Вы знаете, что надо делать. Ссылочка внизу в описании. Надо подписаться, наебенить комментарий, передать ему привет, поставить лайк, кто не поставил, тот девочка и чмо. Да, опа! Бухантер, опа! Видишь, колокольчик звонит, все стоит, все вообще везде все стоит. Так, все, поехали. Давайте Асату посмотрим. Ать. Так, как всегда, не скипаем. Всем салам алейкум, братцы. Всем братский бородатый салам. Погнали, за мной блядь. стоит, это кастрюля. Вот. Ну, это я ее так и назвал. Кастрюля. А почему не кастрюля? По-другому, сковорода, кастрюля. Нет, вообще это казан. Вот. Бля, я не могу Асату смотреть. Ну и опять, братан, ну каждый раз начинается. Я по-человечески тебя прошу, пожалуйста, ну... У меня башка потом болит, раскалывается от твоих этих вот. Самое Давай, правильное, так, это все. УАЗа. Давайте у нас серьезно... Вообще для Поехали. нашего автопрома, особенно вот для этого, такое название. Казан. Поэтому Ну что? сейчас кастрация. Да. Вот здесь уголь сейчас подвезут, там, а все дела, казан, мясо, как шурпу будем хуя. Честно, я хотел принципиально, сильно хотел купить. Бля, что Опа! я чуть не сказал, бля. Оговорочка Оговорочка по фрейду, Ай-яй-яй. да. Я хотел сделать обзор на новый Хантер. Там может хотя бы годовалый. Там Сколько, двухгодовалый. блядь, он стоит? Сука, от 917 тысяч классик. Там может Дорого. хотя бы Дорого. годовалый, там двухгодовалый. Я кому только не набрал. Алания там 4х4, РСО 6х6, Джип Триал, грязевикам, вот ко всем вот этим любителям. Мужики, я один раз вот к вам обращаюсь тоже вот. Я уверен, ну есть такие. Вы знаете, хочу вот вместе с вами вот этот вот кайф ваш понять, когда вы вот на вот этих вот ваших машинах, вот с этими, блядь, лебедками, вот с этими фонарями, вот с этими вот это все, что у вас прилагается, вы претесь, блядь, по яйцам в грязи. Пригласите, пожалуйста, кто-нибудь. Напишите мне в директ в Инстаграм hard.inst. Вот здесь вот сейчас он вылезет вот так. Так, бегущая строка сейчас будет. Напишите, пожалуйста, позовите, я приеду. Только давайте так, чтоб, блядь, чтоб вот, знаешь, влезли, и чтоб вообще потом душа, она развернулась и не сворачивалась больше. Давайте красиво сделаем. Ох, я ж правда приеду. Я ж все брошу, возьму GoPro и приеду. Я могу, да, я могу. Поездить по грибы да по ягоды, короче, всем им набрал. Вот эти больше грязи я Во-во-во-во! которые любят грязевые ванны, но они Вот предпочитают оно! их принимать сами. Кстати, ты знаешь, Вот люди, оно, которые бля, занимаются оффроудом, добро. это очень душевно. Вот потому что они же все вот, ну, близки к природе, к травке, к речке, к рыбкам, к птичкам, кузнечикам. Они слиты Бля. в природу. Ты даже когда ищешь некоторых из них на природе, ты его не видишь, потому что он принял форму елки. Шифранулся, ты его найти не можешь, а он под елкой стоит тоже, зеленый, борщи. Кому я только не возьму, нету. Есть много УАЗов, есть много, но нету нового, свежего. Мне стало интересно, а что так? Ну мы живем, бля, там, где это любят. Понимаешь, у нас есть все для того, чтобы УАЗ здесь жил. То есть это вот именно среда для обитания для УАЗа. Современный УАЗ Хантер – страстный охотник до приключений. Он рожден из уверенности в полной Страстный охотник до приключений, блядь. Сука, опять начинается, блядь. надежности автомобиля на любом бездорожье. Он воспитан поколениями владельцев
для которых путешествия в неизведанные уголки Земли стали возможны лишь благодаря ему. Ну, логично же, Кавказ. Где еще УАЗику ездить, если не на Кавказе? Я представляю, Ой, типа, бля. который по МКАДу хуярит на УАЗе, на Хантере, вот на таких колесах, и вот выехал от Барбера и хуярит по асфальту. Он по грибы едет, только чуть по другие. Едет и мучается, сука. Вот весь такой, понял, симпатичный, красивый, модный. Помните, как я обещал Марселю коврики Давкар? Вот они. Дорогая наша фирма, ну, конечно, не наша, а ваша фирма Давкар. Я тогда честным образом цыганил коврики все видео. Вот я, конечно, все понимаю, да. Но вот если бы все-таки меня кто-нибудь там услышал, вот в фирме, ну да, там коврики-то подогнали, да, я бы показал бы, да, какие у меня теперь коврики от Давкар. Ага, да. Да, пока их нет, ковриков, да, я, конечно, ни на что, блядь, не намекаю, не клянчу, да, но вот если бы, вот, ну тогда-то да. В чем все-таки суть ковриков от Давкар? Так, на рекламку я пока скипну, но коврики, я вам серьезно говорю, вот эти ковры просто must have. Сейчас говорю без шуток. Это крутая вещь, когда зима, грязь, говно и все прочее, вот все вот там скапливается, потом взял вот так об соседнюю машину, стукнул раз, получил по морде, и грязь отпала, и морда отпала. Так что коврики хорошие, мне нравится, у него такой желтенький. Я бы желтенький себе постелил. Вообще рационально это поддается хоть какой-то логике. Иметь новый УАЗ. То есть насколько это конченное решение в жизни, чтобы ты вытащил бабки и пошел за новым УАЗом Хоп, Хантер. твою мать, 1 178 000. Мои глаза, бля. То есть что в этот момент с тобой должно произойти? Тебя Не, ну новый бы я точно не должна взял. сбить Нива. Бля. Тебя должна сбить Нива, чтобы ты сознательно пошел, купил УАЗ и переехал его на УАЗе. Это же вечный спор, что лучше Нива или УАЗ. Вот, и стало опять, и вот мне предложили УАЗ, и предложили, ну, он оказался 2013 года. И я понял, что, в принципе же, ничего-то и не поменялось. И поэтому сейчас мы сделаем обзор именно на этот автомобиль. Подождите, а что, интересно, именно в новом поменялось? Вот реально в новом. Ничего. Именно, Потом посмотрю в с интернет. натяжкой автомобиль. Потому что нету смысла делать на что-то новое. Потому что, в принципе, вообще никаких изменений нету. Вообще. От слова совсем. Если у Нивы были какие-то вот эти ляпнутые комплектации, вот зейские чисто, да, то здесь даже зеи в ахуях. Ну, нас порадовали опять новостью, что Нива Легенда обновилась. Легенд и Бронто. Мне просто очень интересно опять посмотреть на эти обновления. Что вы там сделали? Расцветку сидений поменяли они? Может, лампочка стала гореть в салоне? Или педаль не скрипит? Короче, вот эта тачка, вот 13-го года УАЗ Хантер, как вы любите, немножко не... Но скажу так, вот мне реально нравится. Вот реально вот этот вот УАЗик, он мне очень нравится. Прям вот знаешь, вот прям вот нам бы куда-нибудь на заброшечке, да, для контентика, вот такой бы УАЗичек, блядь, он бы зашел бы просто как дети в школу, честное слово вам говорю. Вот сейчас говорю без всяких приколов. Стандартная Уважение. данная тачка 2013 года выпуска. Это видавший виды УАЗ. Просто посмотрите на него, и вы скажете, что это реально тачка, которая видела ебать. Рабочая, Я даже в рабочая. страшном сне не хочу себе представлять, что эта тачка видела. На ней вот эти колеса мудовые и немножечко лифтовая. Все, перейдем к обзору, к моему отношению к этому автомобилю, к разговору, к честному разговору, потому что все вы прекрасно знаете, ребят, что... А в конце, ребят, обязательно скажу, кстати, как отношусь вообще вот ко всему вот этому движению оффрода и всего остального. По-моему, так оно правильно называется, если что, там без обид. Всегда говорю Скажу, честно. И здесь на канале, ну, так произошло, что минимальное количество хейтеров. И заметил, вот, что последние, наверное, года полтора минимальное количество хейтеров, да, и это очень радует, с одной стороны. Это говорит о том, что очень много людей, которые здесь, меня понимают. Потому что то, что
что я говорю, в принципе, так оно и есть. Даже если я не особо сильно подкован технически, то общую информацию я говорю так, как оно есть. И это касается особенно нашего автопрома. Поэтому давайте начнем. Мы делали уже буханку и вот добрались до Хантера. Не то чтобы я очень сильно хотел, я бы сейчас с удовольствием сделал бы обзор на Challenger, SRT Hellcat, который мне сегодня предлагали на обзор. Но я почему-то делаю вот на вот эту кастрюлю обзорчик. 60-е годы, Советский Союз, даже я еще у папы в яйцах плавал, когда эту машину придумывали. В 60-х годах военные заказывают Ульяновскому автомобильному заводу тачку, которая должна была войти в армию там и так далее, сменив ГАЗ-69. Вот, все, и родилась. Вот она. Вот до этого додумались, это был бешеный прорыв, это был огромнейший прорыв среди автомобилей, которые были предназначены для грязи, для полей, для военных целей. Да, они бешено шли в Европу, их очень сильно любили за границей. В Италии даже были люди, которые гонялись на этих тачках, которые дорабатывали эти тачки. В 64 году, ребят, в 63-64 году итальянец, сейчас уже не буду вспоминать, как его там назвали. Он гонялся на УАЗиках, он их продавал, он их тюнинговал. У него было целое сообщество. И просто что делали в 60-е годы европейцы с этим автомобилем? И что делают наши с этим автомобилем, сука, по сей день? Многие люди, которые знают, что такое УАЗ, которые сталкивались с УАЗом, которые их любят, ездят и так далее, они все прекрасно знают историю этого автомобиля, что эта тачка появилась, люди увидели ее благодаря Брежневу. Потому что когда-то в Советском Союзе этот пидорский завод «Лада», который существует по сей день, и еще один автомобильный завод, который тоже закрыли благодаря тому, что опять влили хуеву кучу денег в Тольятти, ну вот на этот АвтоВАЗ. АЗЛК, автомобильный завод Ленинского комсомола, который закрыли тоже из-за кого? Правильно, из-за «Лады». Тогда в Советском Союзе вкладывали деньги в эти два завода. Вот в эту тачку. Блять, знаете, беспокоюсь за отношения Лады и Осаты больше, чем, блядь, за свои. Их особая любовь, блядь. С пристрастием. Пожалели. Ее просто пожалели, ее придумали, поставили и все. Нету денег. Советский Союз развивался, промышленность росла, но почему-то на военную технику, на смену военной техники денег не было. Вот этот конченый завод надо было восстанавливать. И эта тачка появилась на свет благодаря Брежневу. Они пригнали в нагляк к нему, зная, что Брежнев очень сильно любил автомобили. Катки вообще мощные, был, конечно. Любителем тачек, кастрюль особенно. Поставили ее неподалеку его дачи, он вышел, увидел ее, проехался на ней, и в самое кратчайшее время эту тачку выпустили в продаже. Все, с тех пор ни хрена не изменилось. Даже, сука, Брежнев съебался. Он заебался жить, бля, он видел, что там пиздец, и он врезал. И бросил тут нас всех, короче, швырнул, съебался. Вот эта тачка должна была уйти за ним. Его должны были в нее посадить. Все, документацию туда нахуй. Не говорите, там, сейчас многие люди будут говорить, что вот ты гад, как ты говоришь. Да, это шутки, черный юмор. Просто черный юмор, сразу предупрежу. Сейчас опять начнет, пидорас, что пиздох, гандон. Туда положили, закрыли двери и нахуй историю этого автомобиля тоже с ним. Нихуя, все продолжается по сей день. Наследие Брежнева живет сейчас, еще живет и еще будет жить очень долго. Как называют наши автомобили? Тазы. Нет, тазы это квазу, буханка. А этот как назвали? Козел. Бобик. Бобик, Да, Бобик. Его реально называют Бобик. Почему, знаешь? Потому что у него добрый взгляд. Его из-за собаки назвали Бобик. Это будка ебаная, понимаешь? Это не будка, это пес. У нас машины называют, бля, обзывают кличками животных. Кстати, это хуевая идея, им нельзя это подавать. Новое что-нибудь выйдут, и как вас кошек называют? Ласково, собак Бобики называют, а кошек как Кися. Вот и сейчас выйдет новый УАЗ Кися. Что-то в них вселилось тогда, что-то произошло, и в 2015 году они отказались от выпуска этой модели. И люди настолько, я вот это не понимаю, люди взбунтовались, кстати, красивый. И вернули ее обратно. Ты знал это? В 2015 году, Да ладно. свернули производство УАЗа, именно Хантера, Бобика. И люди сказали, что мы хотим ее обратно. Я бы в 2015 году, если бы был автоблогером, Не знал. бы, знаете, что сказал? Вы что, ебанутые? Кого вернуть обратно? Давайте Ленина воскресим. Давайте Берию поднимем. Кого вернуть обратно? Я понимаю все, ну кого вернуть обратно?
Вот и очень много сторон у этого автомобиля. Сейчас там буду, вон еще одно производство едет, вот уебанское, вот автомобиль, бля. Очень непатриотично называть кастрюлю патриотом. Нет? Ты не находишь? Я делал опрос в своем инстаграме. Кто не подписан, проходите. Я не говорю сейчас за технические характеристики ни в коем случае. Я говорю просто вот за видон, честно, вот мне вот этот вот УАЗик, он мне вот больше даже в разы, просто в миллиард раз по кайфу, чем этот Патриот. Вот честное слово, мужики. Вот реально по кайфу, вот просто. Не знаю почему, вот прям он мне нравится, сука, что-то в нем есть. Подписывайтесь. Сейчас я более интереснее стал вести инстаграм, то есть я стал его вести. Давай начнем с этого. Я скинул фотографию вот именно вот этой тачки и написал, если фотография наберет 50 тысяч лайков, я сделаю на нее обзор. Я обозвал ее кастрюлей, где мне в такой, знаешь, ну, абсолютно доброй форме человек написал, кастрюля это твой американец, а это техника. Техника, вот это Ford слово. Mustang назвал кастрюлей, а это назвал техникой. Вот теперь с этого момента я высказываю свое мнение об этом автомобиле. Ребят, 1960 год, 60 год и 2021 год. Сколько лет прошло? 61 Да, почти. год. 61, прошел, да, даже. как вот эту тачку выпустили с конвейера. Само слово техника, оно уже морально устарело. Техникой называют ламповые телевизоры, радио, даже фотографы, операторы, когда берут старые фотоаппараты, они его берут и говорят, что за техника, да? Техника, понимаете, само слово потерялось уже. Оно уже настолько устарело. Такое, как в советские времена, да, настолько связано, согласен. ебанули вперед, что слово техника это сейчас оскорбление, блядь. Понимаете, оскорбление. Я техника, я старый уже, вот я техника, понимаете. А то красивый. Костя еще гаджет. Как я. Костя еще гаджет, а я уже техника. Поэтому да, вот это техника. Теперь история военная у тачки, военная. Вспоминаем все военные автомобили. Вранглер, корни военные, военные. Гелендваген, корни военные, военные. Хаммер, корни военные, военные. Land Rover, корни военные, Второй военные. не знал. УАЗ. Корни военные, военные. Только те стали машинами, а мы остались корнем, блядь. Вот это корень чего угодно. Женщина, корень слова, корень жизни. Это корень. Мы остались в нем в самом начале. Люди, у них машины скоро в натуре. Ты будешь открывать дверь, оттуда будет выходить телка, блядь, снимать тебе обувь, надевать тапочки, сажать тебя, и ты будешь даже не ехать. Мы остались до сих пор корнем и делаем вот это. Но зато мы говорим, что это техника и радуемся тому, что мы ездим вот на этой хуйне. А там даже сидений нету. Там лавочки просто стоят. И мы все сетуем. Зато где она проедет. Где вы, блядь, ездите? Мне пиздец как интересно. Еба, куда они ездят? Я хочу точно туда ебануть. Куда они ездят все люди, которые за закладками в натуре вы ездите, что ли? Зато куда она поедет, блядь. Нивоводы такая же тема. Зато куда она поедет, блядь. Вот посмотреть бы любителей УАЗов и любителей Нив, где они все время вместе тасуются. И все, кто очень сильно их хвалит, ездят, знаете, на чем? На Прадо. На чем-нибудь таком. Давайте поговорим дальше. Блять, вы будете смеяться, вот он сейчас сказал, а я ведь задумался, у меня реально есть тип, у которого в гараже стоит УАЗик, а сам он ездит на Камрюхе, на белой. На последней Камрюхе, имею в виду. Берем Вранглер. Я делал как-то на него обзор, сравнивал там Ниву, но это было немножко неправильно. Мне все-таки надо было сравнивать Вранглер с УАЗом, потому что это под прям параллель. У Вранглера такая же военная история. Вспомним их не первый джип, как назывался? Виллис. Потом он стал Или джипом. Виллис, да. Сейчас он Вранглер Рубикон ебиород. Машина, которая стоит под 10 мультов. Самой ебанутой комплектации. Но начинали они именно вот с такого. С техники. Вспомним англичан с их Лендровером. Лендровер хуже, чем иди нахуй был рядом с УАЗиком. Поставь фотографию самого первого этого Лендровера. Даже наша псина была интереснее, чем, блядь, этот ебаный Лендровер. Где сейчас Лендровер? В Виларе, да? Где сейчас УАЗ? На поле. На поле, сука. И еще у нас есть Патриот, бля. Пойдемте смотреть. Недавно я что-то смотрел кого-то и... Знаешь, что парень сказал? Мы даем 6 лет гарантии на сквозную коррозию. Сквозную. Я бы ему подошел и вот апперкот бы въебал. Как? Это что за, блядь, 6 лет на, блядь, на кузов?
На сквозное, блядь, на сквозную коррозию? Ты дебил? Тебе не стыдно это говорить? 6 лет проходит, и вот сегодня 6 лет, ты выходишь, у тебя он рассыпался нахуй. 6 лет прошло. Все, дальше мы гарантию не давали. Все прекрасно знают эти кузова, все прекрасно знают, что они любят гнить. Они обожают гнить. У них ген заложен, гниение. Там в металл молекулярно ржу затащили. Она на молекулярном, какой это уровень? Молекулярном уровне. Слушайте, мужики, ну подождите, ну давайте реально, вот у кого были когда-нибудь или есть УАЗы, ну скажите, просто напишите год, и что у вас вообще как было? Ехал он, не ехал, гнил, не гнил, ну давайте уж эти, просто соберем, ну по-любому мужики меня смотрят взрослые. Ребят, ну накалякайте комментарии, кому не впадло. Давайте посмотрим, что там на самом-то деле, ну что же он так все, настолько все херово, блядь. Они уже там есть. Что делаем мы до сих пор? Петли. Ебать, петли, вот эти на гелике, они тоже есть, да. Сейчас многие, знаешь, как скажут? Любимая тема. На гелике он не прикрыт пластиком. Здесь он пластиком прикрыт. И сейчас, если я этот пластик сниму, то есть эта петля как гелик. Сама, вот такая. Ёб твою мать. Посмотрите вот на эти зеркала. И это все делается до сих пор. Здесь нет никакого подогрева, ничего подобного. Они даже слова подогрев не знают. Look at this dude. Wait till you see the. No. Я просто сейчас представляю новый, мне без разницы, потому что нихуя не изменилось. Но все его отмазывают постоянно его ебанутыми прохождениями. Куда они ездят, кот? Мне просто интересно, в какую такую трещину планеты они заезжают, где должен быть именно УАЗ. Вы в Гуаналулу на них, что ли, хуярите? Отсюда выезжаете, вы что, в кругосветку на них ездите? Куда не едет Паджик? Мне интересно, куда не едет Крузак 80-й, сотка. Я не понимаю, куда не проедет, блядь, Вранглер. Где не проедет патруль, в конце концов. Стандартный УАЗик, нихуя нахуй, не пиздец какой. Это вот вечный спор. Что лучше, Нива или УАЗ? Вот вечный, огромный спор. И они до сих пор не могут понять, что лучше. Когда ты открываешь новую тачку в 2021 году, ребят, и видишь вот такое... Это не 21 года тачка, но там абсолютно один в один то же самое. Все что угодно ты в салоне, бля, видишь, но не машину. Вот это что, вот это до сих пор делается в 2021 году, до сих пор вот эти замки, посмотри. Вот это канитель до сих пор механическая, даже вот такого нету. Достигни внутренней гармонии. Надежный механизм открывания и блокировки стекол дверей. Посмотри. Бля, я не могу такой обзор смотреть. Лавочки туда въебали, там еще грильницу надо поставить. Хотя она сама нахуй как грильница. Свежаком залазишь, а обратно уже, бля, отжаренным выходишь. Всем диетологам советую прикупить по одному УАЗику черному, затонировать его. И кто к вам придет, сажать его туда нахуй, обваривать двери. Я вам отвечаю, ровно через неделю вот так ему в окно правильное питание только давать, бля. И ровно через неделю он оттуда выйдет, сука, стройняшкой, блядь. Он оттуда не выйдет, он оттуда выпорхнет. Ему форточку вторую открыл, он съебался. Ну, одну здесь, одну там. Болты везде. Надо болтами, вот все. И это наследие. Я вот сейчас хозяина этого автомобиля спросил, тебе сколько лет? Он говорит, 36. Я говорю, на ней, бля, ездил твой дед. Я помню, у брата пахан на служебном таком ездил, желтый, полиция была. Ой, милиция написано было. Пока эти машины гнили, раньше мы было. выросли. Мы это все видели. И сейчас это стоит ебунячих денег. Создали буханку и хантер. Въебите их друг в друга, и у вас получится бухантер. Новую комплектацию ебанете. У вас бухантер. Я не машину ругаю. По сути, у вас хорошая машина. Я очень добро отношусь к Хантеру. Я серьезно вам говорю, я очень добро к нему отношусь. Я понимаю, для чего он сделан. Я понимаю, что он оправдывает себя. Он молодец. Эта машина молодец, но она уже старая. Я настолько уважаю Не Хантера, поспоришь. что вот хочу ругать его. Не его, а тех, кто... Здесь, знаешь что, мне многие напишут, бля, борода хуйню несет. Блядь, точно.
блядь. Вот, но он прав, сука, он здесь как никогда прав, потому что, ну, могли бы, ты представляешь, что бы могли уже сделать, какие бы тоже тачки проходимые, с какими-то элементарными условиями нормальными, чтобы в них кайф тоже получать, ну, не знаю. Кто это делает, кто продолжает мучить этот автомобиль и мучить нас в этом автомобиле. Это реально тачка геноцид. Ездишь там как баварская сосиска, сука. Уровень проходимости. Но зато уверенно. Уверенно. Уверен? Вообще уверенно. С этой хуйней, как дебил, блядь, тебя трясет. Подпрыгиваешь везде. Ой, хорошо, что они еще стропоны в комплектации не ложат. Чтоб ты мог себя продрявить. Там в смысле не вариант трезвым ездить. Там надо быть или в пах уколотым, или забуханным таким, чтобы Бля, я сразу это вспоминаю, помнишь, когда с Пивандепола мужики-то ехали, бля? заблевать еще все там. Это что за хуйня? Бля. Бля, надо камеру сзади держать, блядь, чтобы тебя видеть, что с тобой происходит. Этой второй скоростью она каждый раз в новом месте, ты ее ищешь. Натягиваешь ее, так, как будто тебя мануальщик потянул. И 800 тысяч стоит эта шняга. 800 тысяч хуев тебе Ой, в бля. спину, сука. Чтоб у тебя сыпь по телу из хуев пошла. Кто это дальше продолжает делать? У вас в натуре домашняя форма хуй резиновый. Я уважаю эту тачку. Она реально мужская. Это для мужика тачка. Ну не надо к слову мужик относиться как к бревну. Почему у нас слово мужик, да, оно ассоциируется, все, вот, ну, ты должен быть, ух, сука, мужик, ты должен быть, бля, спазмированным, ты должен вообще, вот, как, бля, рессора быть, шарнирный ты должен. То есть у нас мужчина, это как-то вот, ну, человек, который, ну, терпилит, который все может перебороть в жизни. Крестовый поход на бровях ебануть. У нас это с детства, не плачь там. Ты мужик, блядь, не плачь, сука, не жалуйся, блядь. Ну вырастаешь, зарабатывай, блядь, успех, блядь, не плачь, сука, ты мужик. И мы такие вырастаем, блядь. Вырос, сука, камень, бля, щебенка, или только еще Бля. УАЗ, бля, не хватает, тебе УАЗа не хватает. И ты покупаешь УАЗ, и ты едешь на нем в 40 градусов, 30 градусов жары, ты течешь, но ты на характере ебошишь, вот, вторую ищешь. Мужик, это должны быть какие-то терпения, муки, борьба за жизнь в горах. Ты должен там руками птицу ловить, на ходу болгарку зубами тормозить, в поле, бля, воробья загонять. Еще УАЗ тебе нужен для этого. Там 409 движок, 2.7. Этот 409 движок уже надо было гильзануть, сука, со ствола, шлепнуть его и все. Пустить ему 9 миллиметров туда, пробить и похоронить. Выдумайте что-нибудь новое. Да, у него очень брутальные формы. Он имеет вид, он проходимый, он проходимец, да. Но вы вкладываете в это, вкладываете. Поэтому нет Там, смысла наверное, бабла покупать жрет новый УАЗ. нормально. Поэтому у нас их нету. Потому что он нахуй никому не нужен, блядь, за такие деньги. А это плохо. О, видишь, еба, я залез, просочился. Началось. Началось, говорит, блядь. Ёбаный вы, бля, ну как? Автомобиль невероятно могучий. Вот, ну, в этом плане эта тачка невероятно могучая, бля. Ну, вот это вот. Ух, Не, ну по проходимости он, конечно, жесткий, блядь. Асад, может, в этом и есть весь кайф вот этого вот это вот отдельная вот каста людей, которые от этого кайф получают, бля, и, наверное, это неплохо. Есть у них вот этот вот кайфец. Полазить.
Держи, держи. Мучение, блядь. О, вот это уже другой вариант. Ой, это вообще другой уровень проходимости. Вот в таких вы перегрузах постоянно, да? Блин, ну я не знаю, просто... Не, кайфово, конечно, но не постоянно. Я уже жарко. По-моему, можно и вот так туда выехать, знаешь. Ну, мы же на УАЗе, вообще нам же не нужна дорога. Блять. Не, тема. Со мной есть в нем свой кайф. Я бы на вашем месте уебал бы Патриот, снял бы. Это вообще позор. Это автомобиль, который позорит страну. И нет, чтобы съебать у вас Патриот и направить эти деньги, бля, на улучшение Хантера. И сделать гражданскую версию, сделать подготовленную версию, поработать над его кузовными. Слушай, кстати, прикинь бы реально бы, я думаю, многие со мной согласятся, ребята, то, что если бы они впустили бабок именно вот в эту тачку и доработали его, улучшили, зарядили бы как следует, блять, была бы вообще просто пушка. Элементами. У него огромное количество потенциала у этой тачки. Первое – это любовь. Любовь людей в России да. к этой тачке. Ее любят. Возьмите и возродите в людских сердцах УАЗ Хантер. Дайте ему новое что-то, оживите его, вдохновите его, омолодите его. Так же, как делает Вранглер. Так же, как делают другие. Пусть он останется в таких же формах. Поменяйте немного дизайна, бля, поработайте. Доработайте его подвеску. Да, как вот она с 60-х годов шла. 2 неразрезных моста, редуктора, там, блокировки. Это проходимо. Но даже это надо менять. Технологии не остановились на одном железе. И вместо того, чтобы автомат какой-то пихать в этот Патриот, передумайте его сюда. Сюда, там огромное количество места. Там можно сделать панель, там можно сделать дверные карты, там можно сделать салон. Его можно сделать очень красивым, достойным и очень спрашиваемым автомобилем. Сделайте из вот этой тачки нормальную машину. Это будет намного интересней. Я лично пойду и куплю себе такую машину. Да, она будет дороже стоить. На 100 патриотов продается один Хантер код. На 100 патриотов продается один Хантер. У нас на рынке вторички, да, у нас там огромное количество новых, различных внедорожников, да. Они стоят денег огромных, и люди их покупают. Я бы хотел, чтобы он стал другим, качественнее. У меня сын растет. Мне хочется, чтобы он здесь рос. Я хочу, чтобы он зашел в салон потом и сказал: я УАЗик хочу. Потому что он красивый. Он кайфовый, он проходимый, в нем есть кайф, он комфортный. есть. И у этой тачки Сука, все такое. для этого есть. А вы ее похоронили вот в этом куске говна. Вы, продолжаете делать вот эти несуразные клепки, вот они. Вот это позорно делать, но это делают, У них была панель какая-то, были УАЗики, была пластиковая панель. Но опять ее не стало. У нас как, в России любят, шаг вперед и 3 назад. И в итоге мы остаемся там же. С этими 405-ми двигателями, 409-ми, с этими 100-ками, 300-ками, 200-ками и 50-ками гвоздями. И если сейчас это что-то не поменяется, это будет еще 60 лет делаться. И уже будет стоить не 800, а 1 800 000. И мы все это будем дальше хавать. Что говорить за нее? Вот какую техничку вам надо? Все это разжевано. Я просто не знаю человека, который не знает, как эта машина... Вот скажу от души, честно, от себя, вы знаете, если бы вот эту тачку чуть-чуть бы хотя бы доработали, лямчик бы я за нее бы точно отдал. Даже несмотря на то, чтобы она там основной бы, естественно, не основной бы она тачкой была, но вот по контент, по заброшкам, я бы прям, бы куда угодно на ней залез, куда угодно проехал. И вот железно бы я эту тачку купил, прям 100%, это прям вот 200%. Даже за 1,5 бы я ее, сука, взял, если бы она прям вот вообще прям... конструктивно сделано. Я знаю, что люди мучаются с ней. Чтобы она ездила отлаженно, чтобы она не доставляла тебе мороки. Это ты должен ее купить и еще с ее цену в нее засунуть. По-любому. Либо бэушная и ту же цену засунуть. Либо новая и один хуй да хуя в нее засунуть. И в итоге что? Ты идешь спокойно, выбираешь себе на вторичку американца, японца,
чего-нибудь. Короче, я не бабок она знаю. жрет, я так понял, Ездишь тачка спокойно это. и в хуй не дуешь. Ну, надо тебе куда-то поехать там, бля, куда хотя, я не знаю. Ты доберешься до туда. С Божьей помощью, но доберешься. Ты выехал, сел. И люди мне, да ты хуй сосишь. Да как? Как не хуй сосить? Как говорить вот за это хорошее? Не, за это тоже можно сказать хорошее. Я очень уважаю Хантер. Он очень брутально выглядит. Это очень достойный автомобиль. Очень достойный. Но он должен быть уже другим. Он быть должен обязан другим. Я бы внешку ему оставил, но просто Еще попробуй не технически бы его запачкаться доработал. Да, Ну и всякие вот сюда и такие вот залезть приблуды нужно, хорошие. нахуй, И вылез. Ну, запачкаться ты об этом не думаешь, короче. Ну, это из-за кресла, это не кресло, это лавочки. Это реально лавочки. Теперь иди не запачкайся. Но если ты уже сюда залез и поехал в такой пиздец, то тебе уже, думаю, будет похуй. Это только я могу приехать в белом. Помнишь, как мы на квадриках катались? И я один ебантей был в белой куртке. И вышел самый черный. Вот то, что сейчас стоит у меня за спиной, это история. Это история автомобилестроения. И, как правило, Наша история, да. должна уходить. Должна приходить новая эпоха. И в автомобилестроении она тоже должна быть. Вот это ушедшая эпоха. И она должна быть в другом обличии. Сейчас, нынче, в нынешних реалиях я бы хотел видеть УАЗик другим. Качественно другим. Я хочу прикупить себе такую. Хотелось бы мне прикупить. Хотел бы. Но не вот в таком варианте, как он сейчас есть. Дай Всевышний долгих лет жизни нам всем. Но я очень сильно хочу увидеть то, как УАЗ меняется в лучшую сторону. Не Патриот, а именно Хантер. Потому что это прям машина, которая Сильно. достойна уважения в своих кругах. Есть за что ругать. Есть. Мне кажется, делать такие машины в наше время стыдно. Гордиться там точно нечем. Вот. Ну а с вами был Марат Барадакулев и канал Asata Channel. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Ну я с вами прощаюсь. Увидимся в новой интересной какой-нибудь серии. Надеюсь, это будет что-нибудь мускулистое, американское и красного цвета. Обнял, заплакал, подкинул, не поймал. Давайте, братцы. Блин, это был очень крутой видос, и 100% лайк за мнение, за настоящее мнение. И я так скажу то, что, блин, я говорю, если они что-то доработают, что-то сделают, прям первым на очереди пойду серьезно возьму эту тачку вообще с большой радостью. Ну а с вами был, как всегда, я, Леха. Спасибо огромной Бороде за годный контент. Ссылку оставлю внизу в описании. Добра, удачи. Увидимся, ребят. Пока-пока.